Супероружие для Украины. Трамп согласился на решительный шаг и сразу после заявил, что завершил еще одну войну. Обо всех деталях расскажем. В Госдуме заявляют, что искусственный интеллект не сможет заменить совесть. На поиски совести отправляются всем составом Думы, а белорусский МИД заявляет о силиконовом сговоре. Что происходит вообще? Открытая агрессия? Русский военный корабль оказался у берегов Дании. Кто его поймал и с какой целью он туда пришел? Часть территории России оказалась оккупирована, но это не совсем та оккупация, о которой расскажут в медиа. Дождитесь. В Китае назначили нового врага. Он коварен и непредсказуем. С кем или с чем решили бороться в Пекине? Об этих и других самых главных событиях утро субботы 27 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. На закрытой встрече в Нью-Йорке Владимир Зеленский, по данным The Telegraph, попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты «Томагавк». Не чтобы немедленно бить, а чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Президент Трамп знает, и я вчера сказал ему, что нам нужна одна вещь. Нам это нужно, но это не означает, что мы будем это использовать. Потому что если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров. Источники The Telegraph описывают встречу лидеров на полях Генассамблеи ООН как чрезвычайно позитивную. Дипломаты передают, что госсекретарь США Марко Рубио призвал европейцев трактовать смену тона Вашингтона максимально позитивно и отметил, что президент США очень зол на Путина за игнорирование попыток завершить трехлетнюю войну. По словам Зеленского, после разговора Трамп отнесся к просьбе благосклонно. Киев настаивает, наличие дальнобойного оружия станет дополнительным рычагом давления, а не автоматическим приказом на удар. Дональд Трамп заявил, что близок к соглашению о прекращении войны в Газе и возвращению заложников. Об этом он сказал журналистам перед вылетом на Ryder Cup в Нью-Йорк. Похоже, у нас есть соглашение по Газе. Мы сообщим вам. Я думаю, это соглашение позволит вернуть заложников. Оно положит конец войне. Это будет соглашение, которое принесет мир. Думаю, у нас действительно есть соглашение. Это будет уже 8-е, Питер. Неплохо. В понедельник в Белом доме у Трампа запланирована встреча с Биньямином Нетаньяху, который в пятницу выступил на Генассамблее ООН. На фоне затяжной осады Газы раздражение союзников вышло в открытую плоскость. Австралия, Британия, Канада, Франция и ряд других стран публично поддержали идею палестинского государства. Нетаньяху поднялся на трибуну ООН после арабских и мусульманских лидеров, обвинивших Израиль в геноциде и военных преступлениях. Израиль эти обвинения отвергает. Беларусь спит, а в Нью-Йорке в это время жарко. Глава МИД Сергей Рыженков вышел в Совбезе ООН и начал нести все свои мысли и знания в массы. Искусственный интеллект может лечить и кормить, но ровно в ту же секунду превратиться в оружие, где алгоритм сам решает, кого уничтожить. Это как пресловутый меч о двух концах – double-edged sword. В связи с этим хотелось бы выделить некоторые основные вызовы. Первое. Попытки так называемого коллективного Запада исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта, полагая, что эта технология позволит ему обеспечить свое военно-экономическое превосходство. По сути, в этой области создается новый занавес, на сей раз не идеологический, а технологический, силиконовый. В Москве тем временем на силиконовый заговор внимания не обращают. Вячеслав Володин объяснил, почему роботы не заменят парламентариев. Ведь у искусственного интеллекта нет совести, а электроника способна не заметить поднятую руку и лишить депутата слова. Базовый закон о взаимодействии человека и машины нужен, но кресло в зале, по его словам, пока только для людей. Нет возможности у сигнальщика выступить, потому что машина его проигнорировала. А у нас нет закона, который регулирует отношения машины, робота и человека. В данном случае, если у президиума совести нет, а у машины нет, они могут не заметить Синельщикова.
А Лондон идет своим курсом в этой сфере. Кир Стармер объявил, что в Британии вводят обязательные цифровые ID для тех, кто хочет работать. Не будет документа, не будет работы, сформулировал мысль премьер. Именно поэтому сегодня я объявляю, что это правительство сделает обязательным наличие новой цифровой ID, бесплатной, для получения права на работу до конца текущего срока парламента. Проще говоря, вы не сможете работать в Великобритании без цифрового удостоверения личности. Все просто. Потому что порядочные, прагматичные, справедливые люди хотят, чтобы мы занялись проблемами, которые они видят вокруг. Мир одновременно давит на тормоз и жмет на газ. Одни зовут к глобальным правилам для ИИ, другие строят цифровые фильтры внутри своих границ. Пока страна готовится к выборам, Россия готовится к уличным протестам после выборов. Кремль не оставляет попыток или повлиять, или сорвать выборы в Молдове. Чрезвычайно важные, к слову, выборы, потому что в это воскресенье страна будет решать, кто будет заседать в парламенте. Ряд разоблачений провели местные правоохранители, к примеру, группы, которые должны были дестабилизировать ситуацию в случае неудачи пророссийских сил на выборах, и были готовы они выдвинуться в Молдову из Сербии. Именно там их готовили к беспорядкам. За несколько дней до даты в Молдове силовики скрутили 74 человека, которых подозревают в подготовке уличного хаоса, в том числе после тренировок в той самой Сербии. Изъяты наличные, обмундирование, оружие, взрывчатка. В деле версия о следе российских спецслужб. Директор Молдавской службы информации и безопасности говорит, что вычислили 2 кураторов из ГРУ, вербовавших и инструктировавших исполнителей. Один офицер Андрей Павлов, второй известен под прозвищем «Бес». По версии следствия, они прошли боевую подготовку в Сербии и приехали в Молдову отрабатывать прорыв полицейских кордонов, противодействие силовикам, работу с дубинками и наручниками, а местами и огнестрел. У задержанных якобы нашли оружие и боеприпасы и гонорар около 400 евро каждому за участие. Мы поговорили об этом с экспертом Виталием Куликом. Сербия является таким хабом подготовки всех деструктивных процессов в Южной Европе и, в первую очередь, на Балканах. В Сербии готовятся провокации, информационные диверсии, в Сербии администрируются телеграм-каналы, информационные ресурсы, в Сербию сбежали. Вторым направлением, кроме Сербии, является Румыния. Там существуют центры, в том числе частные военные компании, которые оказывали поддержку силовым вариантам противодействия руководству Молдовы для представителей патриотического блока или альтернативы. Третье направление – это Приднестровье, взаимодействие с спецслужбами Приднестровья, россиянами, с ФСБ, которые базируются в Приднестровье для оказания взаимодействия по дестабилизации ситуации в самой Молдове. Майя Санду говорит, прямо Москве выгодно бить по независимости и европейскому курсу страны. Оппозиция парирует, власти пугают избирателей перед голосованием 28 сентября. Но развязка близко, несколько дней до выборов. Ответ даст урна или улица. Китай запускает охоту на уныние, и это не шутка. Интернет-регулятор объявил 2-месячную зачистку негативных настроений в соцсетях, стримах и коротких видео. Под нож пойдет контент, который злонамеренно искажает социальные явления, селективно раздувает негатив, продает тревожность и тиражирует пораженческие формулы вроде «усилие бесполезно». Все это были цитаты. Уже полетели головы, у блогеров удаляют ролики и банят аккаунты, наказывают за вредную повестку и хайп вокруг пустяков. Публику призвали активно на это доносить. Вред от подобного злонамеренно разобщающего контента является значительным. Он может спровоцировать массовые недопонимания и общественную панику, вытеснить здравый смысл и факты, а также вызвать конфликты в офлайне, нанося долгосрочный ущерб общественному порядку и социальному доверию. Фон довольно интересный, много лет штормит из-за кризиса недвижимости, падает потребительская уверенность, растет безработица у молодежи, она составляет 18,9%, промпроизводство и розница на 12,9-месячных минимумах, а план по росту ВВП в 5% под давлением. Аналитики предупреждают, без новых рабочих мест и реальных перспектив, фильтры только заглушают шум, а язык пользователей все равно найдет новые формы. Вопрос на столе, удастся ли закрутить гайки настроением, когда сами причины этих настроений никуда не делись. В
то время как неизвестные дроны глушили небо, в 12 километрах от берега Дании шел российский боевой корабль. Датское издание Extra Blooded засекло у побережья Дании большой десантный корабль ВМФ РФ «Александр Шабалин», ровно в то время, когда над аэропортами и военными объектами страны кружили неизвестные беспилотники. Журналисты арендовали вертолет, подошли к цели и сфотографировали корабль. Его опознали по бортовому номеру 110 и характерному вооружению. Автоматические пушки, зенитные и ракетные установки. На палубе видели российских моряков, они наблюдали за съемкой и, вероятно, фотографировали вертолет тоже. По данным Extra Blooded, корабль, базирующийся в Калининградской области, несколько дней держался у датского берега, всего в 12 километрах от него, с отключенной автоматической идентификационной системой, из-за чего системы гражданского мониторинга судоходства его не видели. После съемки с воздуха Александр Шабалин взял курс на северо-восток. Дальнейший маршрут его неизвестен, ведь идентификатор все еще молчит. Расстояние от Лангеланда до объектов, затронутых дроновыми инцидентами, от 70 до 270 километров. В последние дни Дания подверглась гибридным атакам. Дроны были замечены в нескольких местах, у объектов критической инфраструктуры, как военной, так и гражданской. Это атаки, к которым мы должны быть готовы. Их может стать больше. Это атаки, которые выявили уязвимости. Это атаки, цель которых — посеять неуверенность и разобщенность. Это атаки, которые должны нас встряхнуть, как людей и как общество. В Дании сейчас обсуждают ключевую версию. Корабль мог выступать плавучей базой для дронов, либо координатором теневого флота, или наблюдательным пунктом в районе активных инцидентов. Вооруженные силы Дании знали о присутствии российского корабля у острова Лангеланд, но ситуацию пока не комментируют. Ну а Лукашенко хочет еще одну игрушку. Теперь на встрече с Путиным он пытался договориться о строительстве еще одной АЭС. Интересно, насколько сильно первая оправдала себя, что аж вторую захотелось. Поговорим сегодня с вами, если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская там и так далее. Луганская, Донецкая, если в этом будет определенная необходимость. Отличное предложение помочь с электрикой на оккупированных территориях. Правда, воплощение этого решения совсем не быстрое. Об этом все диктаторы знают. Часть территории России оккупирована без опознавательных знаков и без флагов, иногда даже без формы. Оккупантов не просто так можно выгнать. Белые медведи взяли под контроль заброшенную станцию на Колючине и даже не притворяются гостями. Целое семейство обжилось по-серьезному. Дома, их укрытие от непогоды, двор, место для солнечных ванн. Людей нет, заборы рухнули, и арктические гиганты просто заняли свое. Это длится уже несколько лет. Медведи ходят по коридорам, как по собственным апартаментам, и ни у кого не спрашивают разрешения. Дикая природа поставила подпись «Территория возвращена». Кто рискнет спорить с такими новыми жильцами? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.